Так, а это небольшое видео перед дальником. Значит, у нас у Дряги начал, значит, как это сказать, скрип при движении был услышан в районе заднего колеса. И тут два варианта. Либо это скрипит из, соответственно, самого редуктора. То есть вы вывешиваете колесо, крутите его, идет скрип. Если слышно со стороны редуктора, вы просто снимаете колесо и смазываете все, что у нас на стыке редуктора, соответственно, и колеса. Но в данном случае это не редуктор, это оказались колодки. Я проехал тут по сильной грязи, и ТРВшные колодки, они и так-то не очень хорошие. В общем, после забитой грязи стали скрипеть. Сейчас мы будем это чистить. Для того, чтобы вот так вот вынуть, не снимая выхлоп, значит, суппорт нам нужно открутить два болта вот здесь. И открутить один маленький болт на 8 вот здесь вот, который держит тормозной шланг, соответственно. Вот еще мы откручиваем подножку пассажира. И, соответственно, суппорт вот так вот выходит. Сейчас я его вскрою. Здесь открывается накладочка, вынимаются штифты, пружинка, и все буду чистить. Так, значит, суппорт я вычистил, насколько это позволяло тут. Значит, все он чистенький. Шплинты со штифтами тоже вычистил, вынимаются. Пружиночка и колодочки, насколько возможно было, тоже оттер. Сейчас буду устанавливать обратно. Так, пружинка. Значит, если она у вас вылетела, вы забыли, как ее ставили, тут есть несколько вариантов, значит, как посмотреть. На самом деле суппорт стоит по отношению диска вот в таком положении. Кверху, соответственно, господи, как он называется-то, сливом, да, отверстием для слива тормозной жидкости. Так вот, пружинка у нас с двух сторон не одинаковая. Есть разрез побольше, есть разрез поменьше. На самом деле она должна стоять разрезом больше вверх. То есть вот так вот. Так вот, как это еще можно по косвенным признакам понять? Вот здесь у нас, видите, на нижней части, на меньшей, есть потертости. Так вот, на колодках сбоку тоже видны потертости. То есть мы когда вынимаем колодки, вот она стояла вот так, вот у нее потертость снизу. Также это можно определить еще по самой поверхности. Мы видим, что вот она стояла вот так к диску, и, соответственно, какие-то камешки, грязь, еще что-то, они когда попадали, они сверху вниз. Особенно вот кусочек, да, вот я не знаю, фокус, если попробует навестись. Да, то есть сверху вниз был удар. И след на боковушке вот здесь вот. И вот, соответственно, по отношению к колодке она стояла вот так вот, в меньшим вырезом вниз. То есть вот так. Кстати, да, заметьте, у нас есть штифты и шплинты, на которых держались колодки и пружинка. Соответственно, вынимаем шплинт из штифтов аккуратненько. Они, соответственно, вот так вот придерживают нашу пружинку. Аккуратно она может отлететь. Так, ну все, собрали. Вот наша пружиночка, штуцер вверху, больше разрез, соответственно, тоже вверху. Продеты наши штифты, и на них насажены, соответственно, шплинты. Ну все, накидываем крышку, устанавливаем обратно. Так, все в сборе. Итак, повторим, что мы сделали. Мы открутили подножку. Здесь вам, значит, что может понадобиться? Либо ключ, либо трещотка на 12, трещотка удобнее. Лучше вообще с удлинителем, вот типа такого.
Дальше на 12. Этот болт удобный трещоткой, первый. А вот второй я трещоткой подлезть не смог, значит откручивал ключом. Вот, ключик на 12. И здесь нижний ключ, который держит шланг, он на 8. Как хотите, тут и трещоткой, и ключом можно подлезть.